Каждый раз, когда ты понимаешь, что вот-вот, вот ты только что чуть не умер, и тебя, твою душу внутри сжимает таким давящим, холодным электрическим морозом. И потом, когда ты понимаешь, что фух, на этот раз пронесло, начинает вот аж по всему телу, от позвоночника до кончиков пальцев бегать вот этот ток, который, я не знаю, это ощущение ни с чем не сравнится. И вот мне кажется, вот в этом как раз есть тот самый азарт, тот самый вот военный наркотик, на котором все люди сидят. Сигарету надо. Я не знаю, что закончится раньше, война или я. Сейчас фактически в каждой моей конечности, не считая головы, есть как минимум один осколок. Каждый раз думаешь о том, что, может, уже хватит, пора бы закончить, потому что столько раз смерть не обманешь. Я родился в одном прекрасном городе, небольшом, в Минской области, в Беларуси. Детство было довольно насыщенное. Я постоянно хватался за всякие возможности, всякие кружки. Я и на футбол ходил, и на хоккей ходил, музыкой занимался, но не прям музыкальной школы. То есть я какая-то такая самоучка с Ютуба. Мне в 12 лет подарили обычную акустическую гитару, и я всегда хотел электрогитару. И когда у меня появилась электрогитара, я просто учился на ютубе, как на ней играть. Мы играли кроссовер метал, я был вокалистом в группе. К сожалению, название группы я не буду говорить, не могу сказать. Вот. Но мы играли несколько концертов, и на самое первое наше выступление пришло где-то 300 человек, потому что мы играли на парковке торгового центра, просто в городе днем. И очень много людей собралось, и милиция приехала, конечно же. Сигаретку надо. Нани? Шиндей. Умайла. Я учился хорошо. Средний балл у меня был 8,2 из 10 после школы. И примерно после училища он хуже не стал. Я после школы мечтал стать айтишником. Как и многие в Беларуси, хотел стать айтишником, потому что это денежка, это какие-то возможности, возможно, какие-то связи. Но даже с моим средним баллом у меня не получилось поступить на айтишника, потому что где-то что-то меня льготники обогнали, что-то у меня не вышло. И я не хотел возвращаться обратно в школу, потому что я пытался поступить после 9 класса. И так вышло, что я поступил на повара и учился на повара, потому что я считал, что мне нужно уже быстрее вырваться из семейного дома, из семейного гнезда. Я хотел быть взрослее, выше, сильнее. Вот, и в 15 лет я поступил учиться на повара. И в 16 лет я уже прям съехал от родителей, снял свою первую квартиру, пошел на работу, вместе с этим учась в учебном заведении. Я, безусловно, люблю готовить, но готовить для близких мне людей или кому-то, но за деньги. Да, периодически балую побратимов, знакомых, каких-то, которые ко мне в гости заходят, или мы куда-то собираемся на природу. Но я не сказал бы, что я сейчас готовлю столько же, сколько готовил раньше, когда кухня это была моим основным источником заработка. Сейчас все, безусловно, по-другому. Вот, и готовлю я гораздо меньше, но самое огромное, конечно же, само собой, колдуны. Вот, ну, как драники с мясом, колдуны. Я политический мигрант из Беларуси. После событий 2020 года я понял, что моей свободе и жизни там в Беларуси угрожает опасность, и мне там лучше больше не находиться, просто потому что я имею свое мнение и не боюсь его высказывать. И, как оказалось, за это очень сильно наказывают в Беларуси. Как только я вышел из изолятора после своего задержания, я пришел домой, у меня была выломана дверь, не было компьютеров, не было ноутбуков дома, и никакой бумаги не оставили о том, что был обыск, о том, что что-то вообще изымалось, какие-то мероприятия тут проводились. И в это время мне позвонил на городской телефон. А знаете, вот это чувство, когда ты давно не знаешь, как звучит городской телефон, и когда он начинает звонить, особенно в такой старой такой советской квартире, прям обставлено, как сейчас называется, бабушатник такой вот, и начинает звонить этот телефон. Я с неохотой поднял эту трубку, а там был мой знакомый, который работал в органах. И он сказал, что ему на экспертизу привезли мой компьютер, потому что так совпало, что он помогал мне когда-то этот самый компьютер собирать. И он мне сказал, что примерно 3 дня у меня осталось, чтобы уехать, потому что он сможет какую-то очередь подержать. Вот, а потом как будто бы проверить мой компьютер. Он сказал, что даже если там ничего нет, то там найдут обязательно что-то. И я успел за это время как раз проскочить в окошко, когда и военкомат меня больше не искал, и правоохранительные органы от меня пока что отстали, потому что только вышел из изолятора.
Я успел проскочить в гуманитарный коридор в Литву. Литва очень гостеприимно меня встретила, сделали мне документы. Мне очень сильно помогла одна белорусская организация благотворительная «Допомога». После первых месяцев в Литве я уехал в Клайпеду и там начал свою жизнь новую, какую-то вот постбелорусскую. Работал по ресторанам, по всяким по барам. Вот, нормально себя чувствовал жизнь. В конечном итоге я поваром на кораблях работал и в реалити-шоу. На момент начала полномасштабного вторжения мне было 21. Я должен сказать, что я не сразу поехал, как только началось полномасштабное вторжение. У меня сразу не хватало то ли духу решиться, то ли у меня в голове какие-то паузы вместе не сходились, а обязан ли я, стоит ли мне. Вот. Но все изменилось, когда мне позвонил мой друг. И он сказал, надо... Приезжай, будет весело. Ну, а это тот самый друг из детства, который постоянно в какую-то грязь втянет. Вот тот самый, с которым вы первые сигареты пробовали курить за школой. Вот этот тот самый друг позвонит и говорит, приезжай в Харьков, увидимся, давно с тобой не видели. А ты живешь в Литве, у тебя все нормально. И, ты же не можешь отказать. И через 2 недели ты уже проходишь где-то без АВП под Киевом. Где-то в конце мая 24 года это. Я когда ехал уже в Украину, я сразу хотел быть кем-то, кто связан с медициной хоть как-то, потому что я понимал, что у меня, наверное, не хватало ни умений, ни смелости, чтобы пойти в ту же разведку, потому что, это опять же, там в тебя стреляют, и стреляешь ты. А когда ты медик, как будто бы психологии и твои где-то вот внутри души тебе спокойнее, потому что ты думаешь, я ж тут не убивать приехал все-таки. И я не знаю все еще, хватило бы мне, может, смелости в кого-то стрелять, чтобы он умер. Или, я не знаю, может, вот эти как армейские штуки, там штык-ножом кого-то запырять. Вообще нет. Я не такой человек абсолютно. Само собой, да, раньше у меня были какие-то вот эти витания о том, что это же люди все еще враги. Я не хотел их убивать, но я уже попал снова в несколько передряг. И я теперь прекрасно понимаю, что если у человека есть оружие, и он направляет его на тебя, стреляй раньше его. Только это поможет. Мы вот с этим самым другом, который меня позвал в Украину, очень много играли в компьютерные игры. Но мы не играли во всякие стрелялки вместе, во всякие там эти Counter-Strike. Мы играли во всякие RPG. То есть там всякие маги, убийцы, стрелки, лучники, то есть вот что-то такое. Я постоянно играл за мага, постоянно играл за какого-то целителя, то есть который вот что-то там лечит кого-то, поднимает. Или, если была возможность, я постоянно выбирал класс некроманта, чтобы поднимать воинов обратно на войну. И учитывая, что у моего друга позывной оккультист, мы подумали, что будет очень забавно, если у меня будет позывной некромант. Оказалось, он свободен. И оккультист, некромант, 2 друга. Вот такая вот забавная история получилась. Братуха, терпи. Ты сможешь сам выйти? Самый первый боевой выезд у меня был конец лета 24 года, Харьковская область, Липцы. И я помню, что один иностранец наступил на мину. И ему оторвало ногу чуть выше стопы, то есть ниже колена где-то почти. Да, я буду показывать на себе, я некромант. И мы ехали, я был 3-м номером в звене эвакуации, мы были медэваком. К нам на пикапе переехали люди с нашей группы, но с другого звена привезли раненого. К нам переложили его в ремку, в такую большую военную скорую помощь. И мы дальше занимались по пути уже в больницу. 1-й номер, он следит за мониторами и головой, 2-й номер занимается верхней частью тела, 3-й номер занимается нижней частью тела. Следовательно, я 3-м номер занимался его оторванной ногой. Я очень сильно переживал о том, что я буду паниковать, или я словлю какой-то ступор, когда увижу все вот эти мышцы, кожу, кости. Нет. На самом деле, если просто отогнать все мысли, попробовать, и просто абстрагироваться, и просто представить, что ты занимаешься на медицинском тренажере, то оно срабатывает. Ты просто абстрагируешься и делаешь, и снова перепроверяешь, как ты это делаешь, все ли хорошо. И когда ты уже убедился о том, что все хорошо, раненый не вытек, вы его все-таки доставили до больницы, его взяли медики, отвезли уже в реанимацию, вы просто стоите, кто-то курит, кто-то уже начал ремку от крови отмывать, большой бутылкой перекиси поливать всю вот эту кровь, чтобы она пенилась. Мы это пенные вечеринки называли. И просто смыть, если есть время, и дальше ехать за следующим раненым, потому что фронт тогда был очень неспокойный, очень нестабильный, и
Мин тогда было очень много накидано, и очень много людей тогда как раз вот страдали тем, что наступали на мины. Как и в основном сейчас очень много ранений, это ноги. Так, самое первое — бронежилет. Достаточно большой, классный, тяжелый бронежилет, потому что никогда не знаешь, куда нужно выехать и что тебя там ждет. Так, дальше. Моя медицинская сумка, которая всегда лежит у меня в машине. Потому что прилетает всегда и везде. И лучше, чтобы она у тебя была, чем у тебя ее не было. Поскольку в настоящие боевые условия мы вас с собой взять не можем, мы можем показать, как осуществляется марш-протокол. Самым обычным рядовым солдатам, где бы то ни было, в условиях не под огнем. То есть, когда они действительно могут оказывать друг другу помощь больше, чем просто наложить турникет. Я буду использовать перчатки, потому что самое главное — это что? Это безопасность. В первую очередь, в данном случае уже моя, потому что он уже ранен, а я еще нет. Самое первое, с чего начинается марш-протокол, это буква М — Massive Bleeding, массивное кровотечение. Как это проверяется? У нас есть наш гипотетически раненый, который пережил некоторую ситуацию, и работа медика в данной ситуации, во-первых, даже детектив. Нужно узнать, что с ним случилось. И мы будем узнавать это постепенно. Почему все эти буквы расположены именно в таком порядке? М, А, Р и так дальше. Потому что они расположены по степени опасности для человека в состоянии, когда он ранен. То есть, почему буква М первая? Потому что от массивных кровотечений чаще всего умирают на поле боя. Дальше идут дыхательные пути, потом уже респирация, потом уже потери крови, гипотермия и прочее. Как это осуществляется? Я нахожусь у головы раненого, и я в перчатках. Мне нужно проверить его узловые зоны. Самые главные узловые зоны, и по факту единственного у человека, это вокруг шеи. Я аккуратно проверяю, если у него кровь. Дальше нужно проверить узловые зоны паховой области. Как видите, крови нет. Почему я начал проверять узловые зоны тазовой области, а не рук? Потому что руки от меня были ближе. Артерии в тазовой области гораздо больше. И если оно повреждено, он будет вытекать быстрее через тазовую область, нежели чем подмышечную. Поэтому я сразу проверяю здесь. И когда я убеждаюсь, что крови нет, я проверяю зону подмышек. Крови нет. Дальше я проверяю каждую конечность. В идеальных условиях я отрезаю ему шнурки, снимаю полностью обувь, проверяю, нет ли у него крови в обуви. Также я делаю это движение, которое называется blood sweep. Это поможет мне узнать, есть ли у него кровь даже под всеми слоями одежды, потому что, как вы знаете, также мы работаем еще и зимой. Вот, это мне помогает узнать, есть ли кровь. Также можно проверить, если вы не можете срезать ботинки или не хотите по какой-то причине, можно проверить вот так, двумя пальцами, но это способ не всегда самый надежный. Также мы проверяем и руки. Срезаем перчатки и делаем движение в глазы. Смотрим, есть ли кровь у него в рукаве. Следующий пункт в протоколе марш — это A. A значит Airways, дыхательные пути. Что мне нужно сделать в этот момент? Мне нужно проверить, есть ли какие-то сторонние предметы, или рвотная масса, или кровь, или, может быть, зубы, какая-то грязь. Что угодно может быть в дыхательном проходе раненого. Я это делаю самым простым способом. Можно попытаться с ним заговорить. Если он отвечает на вопросы, значит, он может дышать, и ничего ему дыхание не затрудняет. Ты меня слышишь? Так ударить я хочу. Сейчас фактически в каждой моей конечности, не считая головы, есть как минимум один осколок. Самый большой, наверное, осколок у меня был в правый голеностоп. Одним прекрасным летним днем,
прилетела очень ужасная баллистическая ракета в одно место, и тогда было тоже очень много раненых. Но я тогда отделался несколькими осколками и небольшой психологической травмой, я бы сказал. Вот когда он уезжал крайний раз на задачу, когда он вернулся 300-м, вот, я его тогда сфотографировал. Мы нелестно, так скажем, пошутили, я ему сказал, это фотография на памятник, ну и отправил в путь-дорожку. Хотя я хотел очень с ними пойти в группе, но нас не пускали, потому что сказали, 2 медика это и так много, а 3-го туда не надо. И когда я узнал, что группа, которая была там, подпала под контакт, соответственно, я начал беспокоиться. Я приехал сразу же на командный пункт, где наблюдал за всей ситуацией. Я очень сильно переживал за некроманта, за наших парней, потому что я с ними был очень хорошо знаком. Не хотелось никак их терять вообще. То есть я хотел, чтобы они максимально назад катились, и все были живы, раненые хотя бы, но все живые. Я видел, как некромант работал с дрона, как он, так скажем, работал. И его фирменная фишка была, это когда мы подлетели нашим дроном посмотреть на их состояние, он просто взял и показал факт в камеру. И типа с таким мнением, он просто не знал, наш это дрон, либо же это руснявый дрон, с таким мнением, что типа я еще поживу, блядь, но вам я, сука, не сдамся с пацанами. То есть человек со своей волей, со своей какой-то такой искринкой и с рвением жить. Мысли перестать заниматься этим, разорвать контракт, уехать, вернуться к своей прошлой жизни были очень много раз. Да и сейчас они продолжаются, они всегда есть. Каждый раз думаешь о том, что, может, уже хватит, пора бы закончить, потому что столько раз смерть не обманешь. И каждый раз, когда она прямо у тебя перед лицом, прям промелькивает, ты начинаешь больше свою жизнь ценить. Каждый раз, когда ты понимаешь, что вот-вот, вот ты только что чуть не умер, твою душу внутри сжимает таким давящим, холодным электрическим морозом. И потом, когда ты понимаешь, что фух, на этот раз пронесло, начинает вот аж по всему телу, от позвоночника до кончиков пальцев бегать вот этот ток, который, я не знаю, это ощущение ни с чем не сравнится. И вот, мне кажется, вот в этом как раз есть тот самый азарт, тот самый вот военный наркотик, на котором все люди сидят. Потому что то самое ощущение и самоосознание того, что ты только что чуть не умер, но каким-то волшебным чудом ты только что выжил, потому что какой-то гигантский осколок или какие-то осколки шампейля мимо тебя пролетели. Или что пуля легла рядом там, с твоей головой, но не попала в тебя. Ты чувствуешь себя самым везучим, самым счастливым человеком на планете. И самое главное, что это длится буквально просто один момент. Просто один момент, ты этот заряд получил, и ты дальше двигаешься, что-то делаешь, и вот, наверное, ради этого. Потому что никакие деньги этого не стоят, чтобы этим заниматься. Это только сугубо эмоции и ощущение того, что ты занят чем-то правильным. Планы строятся. Конечно же, я прекрасно понимаю, что все это бесконечно долго продолжаться не может. Вот. И я не знаю, что закончится раньше, война или я, да, например. Но думал, и частенько думаю вернуться снова на какую-нибудь классную кухню, где можно просто заниматься своим любимым делом, за которое платят хорошую денежку, и все просто хорошо. Вот. Жить где-то, где есть рядом море теплое, и чтобы дроны больше рядом не летали, и все. И такие мечты и цели пока что. Не знаю, пока. Ну вот, может, в Испанию хочется в Испанию уехать. Или там где-то по месту работать, или работать где-то и приезжать в Испанию жить. В таких моих влажных мечтах вот что-то такое происходит.